Привет, друзья! Давайте сегодня разберемся, что такое второстепенные характеристики, на что они влияют, если мы преимущественно играем PvE, то есть бегаем в открытом мире, и на что они влияют, когда мы играем PvP, то есть сражаемся с другими игроками на поле боя. Эту тему предложил мне один из подписчиков моего канала, и я считаю, что она будет очень актуальна как для новичков, так и для опытных игроков. И в этом видео мы разберем, что такое второстепенные характеристики, где их смотреть и как их прокачивать, на что они влияют и как собрать сбалансированный билд именно для того типа активностей, которые вы играете в игре Diablo Immortal. И, кстати, иногда второстепенные характеристики вообще не имеют значения. Давайте во всем разберемся. И, ребят, для вашего удобства в описании к этому ролику я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Итак, ребят, мы вошли с вами в игру, и давайте разберемся, где смотреть второстепенные характеристики. Они находятся у нас в нашем инвентаре. Если мы нажимаем на эту кнопочку с характеристиками, и здесь есть еще характеристики. Когда мы их нажимаем, мы видим все наши второстепенные характеристики, а это броня, пробивание брони, мощь и сопротивление. И, ребят, нажав на каждую из этих характеристик, можно почитать, что она нам дает. Вот, например, броня уменьшает получаемый урон и увеличивает количество блокируемого урона. И тут же игра мне говорит, что моя броня превышает средний показатель для вашего текущего занятия и режима сложности на 641 единицу. А это, ребят, ключевой момент, который мы сегодня обсудим. И все это ведет к тому, что блокирование уменьшает урон еще на 16% от базового значения. Что это значит? Это значит, что базовое значение уменьшения урона составляет 50%, если уровень моей брони соответствует уровню сложности. Но благодаря тому, что моя броня на 641 единицу превышает рекомендуемое значение, то блокирование уменьшает урон еще на 16%. Давайте, ребят, посмотрим, что такое пробивание брони. Это характеристика, которая игнорирует часть брони противника и увеличивает урон от критических ударов. Ваш показатель брони превышает средний для вашего уровня текущего занятия режима сложности на целых 873. И она говорит, что ваш критический урон из-за этого, из-за того, что она превышает на 873, увеличен еще на 50%. Что это значит, ребят? Базовый критический урон — это 200%, то есть двойной урон. Каждый критический удар — это двойной урон. Но так как мое пробивание брони на 873 единицы превышает средний показатель, то я наношу еще на 50% больше критического урона. То есть получается 250%. Ребят, по аналогии можно нажать на мощь и посмотреть, что она дает. Мощь влияет на наш потенциал к контролю других игроков, а сопротивление, соответственно, на потенциал избегать этого контроля. И, ребят, в зависимости от того, какой билд вы используете на контроль или на дамагу, вы собираете именно такой набор характеристик, который соответствует вашему типу активности и вашему билду. А теперь, ребят, давайте разберемся, откуда мы получаем эти характеристики, откуда они идут. Конечно, первое — это свойства нашей экипировки. Если мы выберем любой из предмет экипировки, например, вот этот лук, который называется «Покоритель преисподней», вы видите, что у него боевой рейтинг и есть характеристики. Стойкость плюс 830, плюс 833 к силе воли и плюс 829 к силе. И если мы нажмем на каждую из этих характеристик, мы увидим, что стойкость плюс 830 укрепляет нашу броню на 83, но усиливает пробивание брони еще на 83. По аналогии, ребят, если мы нажмем на сила воли повышает нашу мощь на 83, а сопротивление на 83. Сила, ребят, соответственно, увеличивает наносимый наш урон. И еще, ребят, есть характеристика с живучестью, она у меня есть вот на этом оружии, плюс 826. Эта характеристика влияет на нашу живучесть и увеличивает наше здоровье, основную нашу характеристику. И, ребята, эти характеристики, они есть на всех наших предметах экипировки, как зеленых сетовых, вы видите стойкость, силы воли, сила, так и на легендарных обычных предметах экипировки, которые вставлены в 8 гнезд, тоже есть стойкость, сила воли и сила. И собирая предметы
предметы с нужными характеристиками, мы бустуем наши второстепенные характеристики. Следующий способ увеличения второстепенных характеристик, ребят, это вставка обычных самоцветов в наши сетовые предметы. Вы видите, что у меня вставлены здесь обычные самоцветы, прокачанные до 8, 5 и 6 уровня. Ребят, это целый процесс. Собирать эти камни — это абсолютно free-to-play ресурс. И я делал специальное видео, где рассказал, как получать 1000 и даже более обычных самоцветов в месяц, просто играя в игру и получая удовольствие. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Ссылочка на него сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Ну и, ребят, следующий способ прокачки наших второстепенных характеристик — это использование святилища Ибн Фахда. Святилище Ибн Фахда у нас находится в Вестмарше, вот в этой вот локации. Для того, чтобы прокачивать второстепенные характеристики в святилище, нам нужно собирать ключи претендента, бегать каждый день это святилище, открывать ключами сундуки, получать ресурс и затем прокачивать сосуды, которые дают нам мощь, сопротивление, пробивание брони и броню. Я, ребят, делал очень подробное видео по поводу святилища Ибн Фахда и способа прокачки второстепенных характеристик. Если вы не смотрели его, обязательно посмотрите. Это очень интересный ресурс для прокачки второстепенных характеристик. И, кстати, ребят, если вы хотите посмотреть ваш текущий уровень прокачки сосудов святилища Ибн Фахда, совершенно не обязательно туда бежать. Вам нужно нажать на свой аватар, нажать на характеристики и нажать на наследие Харадримов. Вы видите, у меня он прокачан 172 из 540, совсем чуть-чуть. И посмотреть, на какой уровень прокачан какой сосуд. И посмотреть, какой сосуд за что отвечает. Вот этот мне дает плюс 558 брони, вот этот вот 288 мощи сопротивления, и можно увидеть все бонусы, которые я получаю от святилища. Это урон и здоровье совсем немножко, но в видео я подробно рассказывал, почему урон и здоровье не нужно прокачивать, а прокачивать только основные: броню, пробивание брони, мощь и сопротивление. И, ребят, давайте теперь к самому интересному. Почему не нужно так сильно вкладываться в прокачку наших второстепенных характеристик, если вы в основном играете PvE? Давайте посмотрим на наши второстепенные характеристики еще раз и во всем разберемся. И давайте разберем характеристику пробивания брони мою еще разок. У меня текущее пробивание брони на этом билде 4569, и мы видим, что игра говорит, что ваш показатель пробивания брони превышает средний для вашего уровня на 873, ребят. Этот бонус дает мне плюс 50% к базовому значению критического урона, который составляет 200%. То есть получается, я прокачал пробивание брони аж на целых 870 единиц больше. На самом деле, ребят, это мой PvP билд. Для PvE это значение очень избыточно для текущего уровня сложности. Вы видите, что бонус, который дает такое превышение, всего 50%. И давайте посмотрим, какие камни у меня вставлены. Вот у меня есть, например, в сапогах сапфир 8 уровня, который дает пробивание брони плюс 656, а также сапфир 7 уровня, который дает пробивание плюс 368. Я уже играю более 1,5 лет и сознательно фармлю камни, ну, где-то месяцев 8, ребят. И мне удалось прокачать их только вот до 7-8 уровня. Причем у меня много слотов, где вставлены и 5 и даже 4 уровня. И смотрите, давайте попробуем убрать отсюда сапфир 7 уровня и посмотрим, на что это повлияет. Снимаем его. И смотрим, у нас пробивание брони стало 4200. Давайте посмотрим, насколько это увеличивает наш критический урон. Вы видите, игра все равно говорит, что ваш показатель пробивания брони превышает средний для вашего уровня сложности, но уже на 505. И ваш критический урон теперь увеличен на 45% вместо 50%, который был до этого. То есть получается, сейчас мой критический урон не 250%, а 245%. И этот штраф 5% я получил всего за один камень 7 уровня сапфир. Ну, представляете, как дорого стоят эти 5%?
И, ребят, я также изучил мнение очень сильных игроков с очень сильно прокачанными второстепенными характеристиками. Например, у одного из игроков было пробивание брони больше 2000 к среднему уровню на той сложности, на которой он играет. И это давало бонус плюс 56 к критическому урону сверх 200% базового. И когда они убирали сапфир 8 уровня из своих зеленых предметов, который дает плюс 656 к пробиванию брони, то их увеличение крита падало всего на 1%. Вместо 56% становилось 55%. То есть за 1% они боролись, вставляя камень 8 уровня. Но представляете, ребят, сколько нужно сапфиров, чтобы прокачать его до 8 уровня? Вот я тут же захожу при вас на сайт DI Tools, смотрю, сколько нужно сапфиров прокачать до 8 уровня и вижу, нужно 2187 копий. Поэтому, ребят, в среднем, если значение второстепенной характеристики превышает 500 для вашего уровня сложности, на котором вы бегаете, то дальнейшее увеличение этой характеристики будет просто нецелесообразно. Оно будет стоить так дорого, что в этом просто нет смысла. Но, ребят, если вы играете преимущественно PvP, то увеличение второстепенных характеристик будет, конечно же, целесообразно, потому что там идет сравнение с другими игроками и их контрхарактеристиками. Но тут, правда, есть нюанс. Если на поле боя у вас уже пробивание брони превышает на 1000 в среднем игроков, то неважно, оно у вас будет на 1000 больше, на 2 или на 3, вы все равно будете дамажить этих игроков по максимуму, то есть ваш критический урон, он упрется в максимальный кап, и вы все время будете давать 250% урона. И, ребят, когда мы играем в PvP, там есть определенная система подбора, которую Blizzard постоянно улучшает. И мы матчимся с игроками со схожими характеристиками. И вряд ли вас смачат, если у вас пробивание брони и броня там в районе 4000, смачат с какими-нибудь китами, у которых резонанс 10 тысяч и пробивание брони и броня там под 10 тысяч также. Хотя многие на самом деле жалуются, что такие случаи постоянно бывают. Тебя матчат с китами, и ты там как курица бегаешь, они тебя ваншотят. В общем, напишите в комментариях, бывали у вас такие случаи, когда вас матчат с китами, и вы просто не можете выйти даже за гейт, чтобы сопроводить идолов. Также, ребят, если вы в основном прокачиваете свои характеристики для PvP, то здесь очень важно соблюдать баланс. Например, качая мощь и сопротивление, ваша цель больше контролить игроков, поэтому вы все вкладываете в мощь и вкачиваете в эту характеристику максимальное количество бонусов частично за счет сопротивления. И такие случаи бывают очень часто, когда у тебя мощь прокачана там 6000, а сопротивление стоит в районе 3500 среднего уровня сервера. При этом вы очень легко контролите и долго контролите других игроков, но другие более слабые игроки с такой же мощью, как у вас сопротивление, которое вы прокачали за счет мощи, вы все вложили в мощь, у вас мощь большая, сопротивление маленькое, но более слабые игроки с такой же мощью будут очень легко вас контролить. Ребят, поэтому здесь очень важно соблюдать определенный баланс, чтобы характеристики у вас были в среднем хорошие. И, кстати, ребят, это довольно частый случай среди новичков, которые бегают по открытому миру и в основном сражаются с боссом. Они подбирают свою экипировку в основном со стойкостью и силой воли, в основном со стойкостью, которая влияет на броню и пробивание брони. И качают эту характеристику до сумасшедших значений, которая превышает их показатели там на 700, на 800. Но как мы уже поняли, что когда она превышает больше, чем на 500 в среднем по вашему уровню сложности, то такие инвестиции в игру, как времени, так и средств, могут быть просто напрасны. И, ребят, здесь лучше, наверное, сосредоточиться на чем-то другом. Например, на поиске определенных магических характеристик или даже искать себе кольца с красными гнездами, куда можно вставить турмалин, который будет напрямую влиять на ваш урон. Поэтому, ребят, если подытожить и сделать выводы, то если в основном вы играете PvE, бегаете по открытому миру, то прокачивание ваших второстепенных характеристик после определенного уровня не имеет никакого смысла. Сосредоточьтесь, чтобы второстепенные характеристики не превышали 500 для вашего текущего уровня сложности.
Наоборот, ребят, если вы в основном играете PvP, то там важно будет прокачивать второстепенные характеристики до максимума. Старайтесь только не прокачивать одну характеристику за счет другой, иначе вы не получите полноценно бонус от той характеристики, которую качаете. В общем, ребят, я очень надеюсь, что это видео поможет вам стать сильнее в игре, а также получать больше удовольствия от геймплея. Напишите в комментариях, какие второстепенные характеристики у вас и сколько у вас превышения или наоборот не хватает до среднего для вашего уровня сложности. Ну а если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк и оформите подписку, а мы с вами увидимся в следующем видео.